На мой взгляд, главный принцип прогнозирования динамики криптовалют – не пытаться угадать диапазон колебаний, а прогнозировать общий тренд, общую тенденцию, отдавая себе отчет, что такие временные отклонения от этого тренда могут быть значительными, очень значительными, причем в обе стороны, как вверх, так и вниз. Но, впрочем, критика криптовалют за чрезмерную волатильность потихонечку затухает, потому что инвесторы начинают воспринимать вот эти широкие колебания, просто как некую специфическую особенность этого класса активов, да, как одну из его главных характеристик, с которой просто нужно научиться работать. И, кроме того, мы видим и взросление самого актива. Из какой-то непонятной цифровой монеты биткоин превратился в актив, в который инвестируют крупные компании и даже некоторые государства. А фьючерсы и ETF на биткоин торгуются уже на крупнейших американских биржах. То есть получается, что за последние пару лет выросла не только цена биткоина, но и его роль в мировых финансах. А теперь давайте мы перейдем непосредственно к прогнозам и начнем с прогнозов от различных аналитических агентств и экспертов, коих очень много. JP Morgan. Один из самых бычьих прогнозов по биткоину озвучили именно в этом банке. Еще в начале года аналитики заявили, что если у биткоина снизится волатильность, то это привлечет к нему крупных институциональных инвесторов. И вот тогда в долгосрочной перспективе он достигнет цены в $145 тысяч. А обосновывают свою позицию в JP Morgan тем, что биткоин вытеснит золото в качестве альтернативы национальным валютам. Но что же происходит? Под конец года мы видим, что в JP Morgan все-таки прогнозную цену понизили, и справедливую стоимость биткоина аналитики оценили в $35 тысяч скромных. Но при этом отметили, что волатильность действительно снижается, и разумная цель на 2022 год – это $73 тысячи. В общем, прогнозы, такие прогнозы. Bank of America. Там к биткоину относятся довольно скептически, и декабрьский опрос банка показал, что около 60% опрошенных управляющих считают, что криптовалюта – это пузырь. Но при этом большинство ожидает, что в следующие 12 месяцев биткоин останется в диапазоне $50-75 тысяч. Еще 20% опрошенных ждут, что биткоин в следующем году будет колебаться в диапазоне $25-50 тысяч, а четверть прогнозирует рост до 75 тысяч. Что говорят в Bloomberg? Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что биткоин в 2022 году преодолеет отметку в $100 тысяч, а поможет ему в этом признание его в качестве законного средства платежа в США. Но это такое, честно говоря, довольно смелое заявление, если вспомнить, что на декабрьском заседании ФРС Джером Пауэлл заявил, что криптовалюты ничем не подкреплены. Поэтому признание биткоина в качестве платежного средства пока вряд ли возможно. Но, правда, при этом Пауэлл отметил, что не видит в криптовалютах угрозы для финансовой стабильности Соединенных Штатов Америки. Глава Starwood Capital Group Барри Стернлихт. Он считает, что в будущем биткоин может вырасти аж до $1 миллиона. Но вот только когда именно наступит это будущее, миллиардер, к сожалению, не уточняет. Но при этом он ссылается на одно из ключевых преимуществ биткоина, на ограниченность его эмиссии. И именно это делает криптовалюту антиинфляционным активом. Кстати, в этом месяце действительно майнинг биткоина преодолел очень важный рубеж. Уже добыто 90% всех запасов биткоина. Так что в словах Барри Стернлихта действительно есть, кажется, некое рациональное зерно. Чтобы биткоин достиг уровня в $1 миллион, практически половина денег с фондового рынка США должна перетечь в эту криптовалюту. Насколько это возможно? Для сравнения, Apple, самая крупная компания по капитализации, стоит всего $3 триллиона. И есть ощущение, что пока биткоину очень сложно достичь даже таких вершин. Чтобы догнать Apple по капитализации, ему нужно подняться до $150 тысяч, что пока все-таки довольно высокая планка для первой криптовалюты. А подняться до цены в $1 миллион будет, тем более, как вы понимаете, непросто. А что думают по поводу его цены отечественные аналитики? Давайте посмотрим. Например, аналитик 8848 Invest
Виктор Першиков считает, что биткоин в 2022 году сможет достичь $75 за монету. А аналитик, IT-эксперт и специалист по теханализу Даниил Шиповалов считает, что биткоин при условии продолжения роста инфляции в новом году может добраться и до $100 тысяч. Но не все прогнозы аналитиков по биткоину такие бычьи. Ряд аналитиков считает, что если медведи удержат уровень в $40 тысяч до конца года, то в 2022 году они смогут опустить биткоин еще ниже, до $25 тысяч. И технические аналитики отмечают, что по биткоину сегодня вырисовывается медвежий паттерн «двойная вершина», что может означать теоретически медвежий разворот для этой криптовалюты. Ну и, пожалуй, самый негативный прогноз по биткоину сегодня, вы не поверите, у Банка Англии. Представители регулятора предупредили инвесторов, что они могут потерять все деньги, которые они инвестируют в биткоин. Цитата. «Цена криптовалют может довольно значительно варьироваться, и теоретически или практически они могут упасть до нуля», заявил заместитель управляющего Банка Англии. Ну а сотрудник Банка Англии Томас Белмеш назвал биткоин бесполезным активом, который не может применяться ни как средство платежа, ни как средство накопления денег. Как вы видите, друзья, прогнозы очень разнообразны, просто на любой вкус. Учитывая, что актив относительно молодой и мало кто понимает, как его на самом деле оценивать, предсказывать динамику биткоина очень сложно. По большому счету, в отношении криптовалют вообще неправильно строить прогнозы с горизонтом в 1 год. Нужно оценивать более долгосрочные тенденции, на которые меньше всего влияет рыночный шум.